Прошло уже 8 лет с того момента, как на экраны вышел один из самых красивых и трогательных турецких сериалов «Полнолуние». История любви Назлы и Ферита покорила сердце миллионов. Но не только главные герои сделали этот сериал особенным, каждый персонаж, будь то ребенок, помощник, злодей или друг, внес в эту историю свою душу. А теперь представь, за эти годы многое изменилось. Кто-то ушел в тень, кто-то добился мировой славы, а кого-то, к сожалению, уже нет с нами. Сегодня мы вспомним каждого. Узнаем, где они сейчас, сколько им лет и как сложилась их судьба после полнолуния. Ты готов вернуться в ту самую атмосферу, где аромат кухни Назлы смешивался с холодным взглядом Ферита? Тогда поехали. 15 место Сида Фиттахоглу. Сида Фиттахоглу родилась 26 сентября 1979 года в городе Трабзон. В сериале «Полнолуние» она сыграла роль женщины по имени Фюсун, второстепенный персонаж, который, тем не менее, запомнился зрителям своей харизмой и уверенностью. 27 сентября 2023 года, всего на следующий день после своего 44-го дня рождения, Сида была найдена мертвой в районе Биоглу в Стамбуле. По информации из новостей, это было самоубийство. Эта трагическая новость потрясла турецкую общественность и поклонников ее творчества. Сида ушла слишком рано. Ее образ в «Полнолуние» остался в памяти зрителей как часть мира, к которому хочется возвращаться. Пусть Аллах дарует ей покой, а ее родные обретут утешение. 14 место Ясемин Езыджи. Ясемин Езыджи родилась в 1997 году. В сериале «Полнолуние» она исполнила роль Пелин, бывшей невесты главного героя Ферита. Ее персонаж был собранным, сдержанным, с нотками гордости и скрытой обиды. Несмотря на то, что Пелин не была главной героиней, ее появление всегда добавляло интриги в сюжет. На момент выхода сериала Ясемин была совсем молодой актрисой, и эта роль стала для нее одной из заметных в карьере. Сейчас ей 28 лет. Она живет в Турции и продолжает сниматься в сериалах и телевизионных проектах. Ее путь в киноиндустрии еще не достиг вершины, но поклонники верят, что самые яркие роли у нее еще впереди, иншаллах. 13 место Мине Тугай. Мине Тугай родилась 28 июля 1978 года. В сериале «Полнолуние» она исполнила роль Зейнеп, матери маленького Булута. Хотя ее появление было недолгим, именно ее героиня стала причиной важного поворота в сюжете. Зейнеп погибает, оставляя сына на попечении семьи, что становится главным двигателем всей истории. Мине – актриса с богатым опытом. Ее карьера началась задолго до «Полнолуния», и после сериала она продолжила сниматься в турецких драмах и полнометражных фильмах. Сейчас ей 46 лет. Она жива, продолжает творческую деятельность и периодически появляется в новых проектах на телевидении и в театре. Ее роль в «Полнолунии» хоть и короткая, но навсегда осталась в памяти зрителей благодаря искренности и глубине исполнения. 11 место Айши Тунбул. Айши Тунбул родилась в 1969 году. В сериале «Полнолуние» она сыграла Лемон, строгую и холодную мать главного героя Ферита. Ее героиня часто действовала на нервах зрителей, но именно такая игра делала сюжет более напряженным и насыщенным эмоциями. Айши – актриса с долгой карьерой, в которой преобладают роли в театре и на телевидении. Образ Лемон стал одной из самых обсуждаемых женских ролей в сериале. Сейчас ей 55 лет. Она жива, продолжает жить в Турции и время от времени появляется в различных драматических проектах. Ее роль матери, жесткой, но ранимой внутри, многим запомнилась как напоминание о том, что даже сильные женщины часто прячут свои страхи за маской строгости. 9 место Азлем Тюрай. Азлем Тюрай родилась в 1983 году. В сериале «Полнолуние» она сыграла Игбал, женщину, которая работала в доме Ферита и с самого начала недолюбливала Назлы. Ее персонаж был сплетницей, строгой и временами злобной, но именно такие образы создают тот реализм и конфликт, который так нравился зрителям. Азлем Тюрай имеет театральное образование и долгую актерскую карьеру. Ее лицо знакомо поклонникам турецких драм, особенно благодаря второстепенным, но ярким ролям. Сейчас ей 41 год.
Она жива, активно участвует в театральных постановках и изредка появляется в телесериалах. Роль Игбал напоминала многим зрителям типичных соседок, знающих все и всех, и именно этим она запомнилась. 8 место – Баламир Эмрен. Баламир Эмрен родился в 1987 году. В сериале «Полнолуние» он сыграл Энгина, лучшего друга и надежного помощника Ферита. Его персонаж был добрым, уравновешенным и всегда готовым прийти на помощь. Энгин добавлял в сюжет легкость и дружескую атмосферу, часто становясь голосом разума рядом с эмоциональными героями. Баламир обладает спокойной экранной харизмой, благодаря чему его герой полюбился многим. После выхода сериала он продолжал сниматься в проектах, хотя в основном играет второстепенные роли. Сейчас ему 37 лет. Он жив, продолжает актерскую карьеру и активно участвует в театральных программах. Роль Энгина до сих пор вызывает у зрителей теплые воспоминания, он стал тем самым человеком, которого хочется иметь рядом в любой сложной ситуации. 7 место – Берк Йигын. Берк Йигын родился в 1984 году. В сериале «Полнолуние» он сыграл Тарика-помощника и близкого человека Назлы. Его герой был веселым, открытым и доброжелательным, привносил в сюжет легкость и комедийные нотки. Тарик часто оказывался в забавных ситуациях, но всегда оставался верным и искренним. Берк начал свою карьеру с участия в подростковых проектах, а затем перешел к более серьезным ролям. Образ Тарика стал одним из самых светлых в сериале, и зрители полюбили его за искренность и добрую энергетику. Сейчас ему 40 лет. Он жив, продолжает сниматься в сериалах и участвовать в телевизионных шоу. Также известно, что он занимается продюсированием некоторых проектов в Турции. Роль Тарика стала для него настоящим подарком, ведь именно этот герой навсегда остался в сердцах зрителей как символ дружбы, поддержки и хорошего настроения. 6 место – Алихан Тюркдемир. Алихан Тюркдемир родился в 2012 году. В сериале «Полнолуние» он сыграл Булута, маленького племянника Ферита, ставшего центральной фигурой всей истории. После трагической гибели родителей мальчика вокруг него разгорается борьба за опеку, и именно он становится символом доброты, искренности и настоящей семьи. На момент съемок Алихану было всего 5 лет, но он сразу завоевал сердце зрителей своей естественностью и трогательной игрой. Его сцены вызывали слезы у миллионов зрителей. Сейчас ему уже 13 лет. Он жив, продолжает учебу и иногда снимается в новых проектах. Несмотря на юный возраст, Алихан стал узнаваемым лицом в турецком кино, и у него, иншаллах, впереди большое будущее. Роль Булута осталась одной из самых сильных эмоциональных точек всего сериала. Именно через него зрители чувствовали, что значит потеря, надежда и любовь. 5 место – Азнур Серчелер. Азнур Серчелер родилась 1 января 1987 года. В сериале «Полнолуние» она сыграла Фетош, лучшую подругу Назлы и ее верную спутницу по жизни и работе. Ее героиня была веселой, живой и по-настоящему искренней. Фетош всегда поддерживала Назлы, давала советы и была рядом в самые важные моменты. Именно ее образ добавлял сериалу легкости и юмора. Азнур уже имела опыт в кино и театре до «Полнолуния», но именно этот проект принес ей любовь широкой аудитории. Сейчас ей 38 лет. Она жива, активно снимается в сериалах и фильмах, участвует в телевизионных проектах и продолжает радовать поклонников своим обаянием и харизмой. Роль Фетош до сих пор вызывает улыбку, она стала тем самым солнечным лучом, без которого история Назлы и Ферита была бы неполной. 4 место – Ниджми Мелини. Ниджми Мелини родился в 1981 году. В сериале «Полнолуние» он сыграл Хакана, главного злодея всей истории. Его персонаж был хитрым, жестоким и безжалостным, готовым на все ради контроля и власти. Именно Хакан стал причиной гибели родителей Булута, а его постоянные интриги держали зрителей в напряжении до самого конца. Ниджми – один из самых известных турецких актеров, у которого за плечами десятки ролей в популярных драмах. Благодаря харизматичной внешности и сильной подаче он великолепно справился с ролью антагониста. Сейчас ему 43 года.
Он жив, активно работает в кино и театре, продолжает принимать участие в рейтинговых проектах, оставаясь востребованным и узнаваемым лицом турецкого экрана. Роль Хакана стала одним из самых мощных антагонистов в турецких сериалах. Его герой вызывал ненависть, но и уважение за актерскую силу и исполнение. Третье место — Хакан Курташ. Хакан Курташ родился 7 сентября 1989 года. В сериале «Полнолуние» он сыграл Дениза-музыканта с чувствительной душой и непростой судьбой. Его персонаж влюбляется в Назлы и пытается бороться за ее сердце, но оказывается втянут в сложный любовный треугольник. Денис — человек с ранимым сердцем, сдержанным темпераментом и внутренним конфликтом между дружбой и чувствами. Игра Хакана Курташа в этом сериале была очень эмоциональной. Он сумел передать боль, ревность, разочарование и одиночество своего героя. Сейчас Хакану 34 года. Он жив, активно работает в кино и театре, участвует в новых проектах и входит в число уважаемых актеров своего поколения. Роль Дениза стала для него важной ступенью в карьере. Этот герой полюбился зрителям за искренность и глубину переживаний. Второе место — Азге Гюрель. Азге Гюрель родилась 15 февраля 1987 года. В сериале «Полнолуние» она сыграла Назлы главную героиню, веселую, целеустремленную девушку, мечтающую стать шеф-поваром. Назлы — это образ свободной и искренней женщины, которая не боится идти против правил и защищать тех, кого любит. Ее история любви с Феритом стала сердцем всего сериала. Азге уже была популярной актрисой до этого проекта, но именно «Полнолуние» укрепило ее статус звезды. Ее актерская игра, естественность и нежность в кадре сделали Назлы невероятно любимой среди зрителей. Сейчас Азге 38 лет. Она жива, счастлива в браке с актером Серканом Чейглу и продолжает сниматься в новых сериалах, оставаясь на вершине турецкой актерской индустрии. Роль Назлы стала одной из самых ярких в ее карьере. Ее героиня подарила зрителям веру в настоящую любовь и силу женского характера. Первое место — Джан Яман. Джан Яман родился 8 ноября 1989 года. В сериале «Полнолуние» он исполнил роль Ферита богатого, сдержанного бизнесмена, у которого под внешней холодностью скрывалось ранимое сердце. Его герой переживает личные драмы, сталкивается с предательством и постепенно учится открывать душу благодаря любви к Назлы. Ферит стал воплощением мужской решимости, силы и в то же время тонкости чувств. Джан Яман благодаря роли в этом сериале стал настоящей звездой не только в Турции, но и за ее пределами. После «Полнолуния» он снялся в ряде успешных проектов, включая международные. Особенно его популярность выросла в Италии, где он активно работает, учит язык и получает главные роли. Сейчас ему 35 лет. Он жив, активно развивает свою карьеру, работает с крупными брендами, снимается в кино и остается одним из самых обсуждаемых актеров своего поколения. Ферит стал для Джана не просто персонажем, он открыл ему путь к мировой славе. И миллионы зрителей до сих пор помнят этот образ сдержанный, но глубоко чувствующий мужчина, который умеет любить по-настоящему. Каждый актер из «Полнолуния» оставил след в сердцах зрителей. Для кого-то это был только один из этапов в карьере, для кого-то судьбоносный поворот. Но одно можно сказать точно: «Полнолуние» стало сериалом, который живет в памяти, потому что он был искренним, теплым и очень человечным. Если ты досмотрел это видео до конца, значит, ты тоже не забыл, как это было. Спасибо, что вернулся в эти воспоминания вместе с нами. Береги себя и своих близких. И пусть в твоей жизни будет столько же света, сколько было в этой истории. Увидимся в следующем видео, иншаллах.